Well, thank you for coming to see us. Во-первых, говорит, во-первых, спасибо, что вы пришли сюда посмотреть нас. I've noticed that these boys are much better behaved than the American teams that I go to visit. Он заметил, что вы намного лучше себя ведете, чем многие из американских команд, которые он встречает. And this was a picture of me when I was 20 years old. Фотография его, когда ему было 20. Он играл за Did you see the Astrodome? Okay, that's where we played, in the Astrodome. Вы смотрели Астродом? Нет, помните, когда мы в Релайн-парке были, показывали сверху Мирмейд, Astros там. Да, стадион вот этот, когда мы рядом были. Yeah, the Astrodome, they saw it. Did they see it? Yeah. Okay. Там играл. At Minute Maid Park, after I finished playing, I started to broadcast the games on TV and radio. После того, как он закончил играть карьеру свою, да, в игру, он начал по телевидению комментировать игры. And I did that until 1996. Делал пока до 1996 года. Then, in 1997, I became the manager of the team. The manager in baseball is the same as coach in most sports. В 1997 году он стал менеджером команды Astros. Это то же самое, что тренер, как бы в любом другом спорте. Самым главным тренером он стал. Just a little history. Немножко истории. Around 1500, maybe before, they were playing a game like baseball, but not baseball, in Greece, Egypt. В Греции и в Египте играли в игру, похожую в 1500-х годах, да? Какой-то 16 век у нас, да? В 16 веке играли в игру, похожую на бейсбол. But people started coming across the ocean from Europe. Когда люди приезжали из Европы через океан, they were playing a game called Rounders. Они играли в игру, которая называлась Rounders. Я не знаю, как перевести это на русский. Very similar to Была тоже baseball. похожа очень игра. But they had a post. Instead of a base, they had a post you had to touch. Вместо базы такая была, типа деревяшка такая стояла, квадратная. And they had like 20 people in the field. И 20 человек по полю бегали. And now we have 4 bases that we step on. Теперь у нас 4 базы, на которые мы наступаем. And we have 9 players on each И team. 9 игроков вместо 20. And the main part, the focal part of baseball is the pitcher throwing to the hitter, and the hitter trying to throw. Самая главная часть бейсбола — это питчер кидает мяч, отбивающий, и отбивающий пытается попасть по мячу. So this is what I did. I was the pitcher. Он как раз был питчер. And as the pitcher, my job was to make the hitters have trouble hitting the ball. И так как он был питчером, его основная задача была так, чтобы не попали по мячу. But I saw you guys hitting. You're hitting very good. Посмотрел, как вы отбивали мячи, и считаю, что вы отбивали очень хорошо. But you saw some of the pitches came in down there. They were hard to hit. Некоторые мячи летели вниз, и было сложно их отбивать. The pitch that came in right here was hard to hit. То есть, если прямо рядом с рукой, то очень сложно отбивать. The pitcher, I was trying to throw that ball down there and that ball in here. Будущий Those are the pitches that are hard to hit. Будущий питчером он пытался кидать все возможные мячи, которые было сложно отбить. То есть либо вниз, либо рядом с рукой, либо близко к телу. So, one thing that makes baseball different from the other sports that we play here, mostly like basketball and football. Одна вещь, которая отличается от всех других игр, например, баскетбол, футбол, в бейсболе. Baseball, you have to have many skills. В бейсболе нужно иметь всевозможные разные особенности, уметь много вещей. Не одну вещь, например, да, там, как мяч забить в ворота, там, или еще что-то, а уметь делать разные вещи. You have to be able to catch the ball. Ловить мяч сверху, снизу, Throw the ball. сбоку, кидать мяч. You have to be able to hit the ball. Также отбивать мяч. And you have to run И fast. также бегать быстро.
Sometimes in football and basketball, you just have to be big. В баскетболе тебе нужно быть просто большим. In baseball, being big is not a big advantage. В бейсболе не обязательно быть большим, крупным, тяжелым и так далее. Because you have to do all those skills. Sometimes smaller players are better. Даже очень часто, что маленькие игроки, они более шустрые, более подвижные, более лучше получается в бейсбол играть, чем крупных ребят. But the thing that makes baseball difficult is it requires more practice. В бейсболе нужно больше тренировки, чем любых других видов спорта. Would they know Michael Jordan? Знаете Майкла Джордана? Yes. Basketball player? Баскет. Он тоже играл в бейсбол. Один сезон. He was the greatest basketball player during his time, and people said he was the greatest athlete in America. Они считают его самым великим спортсменом в Америке. Баскетбол. When he was 30 years old, Когда ему было 30, his team won the championship 3 straight years. в течение 3 лет они выигрывали соревнования. Чемпионат It was the выиграли. Chicago Bulls. Chicago Bulls, да. So he thought, I want to play baseball. И он решил, что он будет играть в бейсбол. So he went to, in baseball we have 4 stops, 3 stops before we get to the major league. A ball, and then double A ball, then triple A ball, then major league. В бейсболе получается 4 ступени, как бы сначала ступень A, потом 2A, 3A, и потом уже major league, да? They put Michael Jordan double A. Они его поставили в 2А, соответственно, вторую ступень. He was only on the second step, Вторую ступень. and he was the best athlete in America. И считали, что он самый великий спортсмен в Америке. And he failed utterly, miserably. Полностью просто опозорился по полной программе. Просто не мог играть. If Michael Jordan would have played baseball when he was their age and kept playing all the way through, he would have been great. Если бы он бы играл в бейсбол, начиная, грубо говоря, с вашего возраста или раньше, и продолжал бы играть до конца своей жизни, там, карьеры, тогда, видимо, он был великолепен. Но в 30 лет, No matter how good of an athlete you are, if you don't practice a lot, you won't make it in baseball. неважно, сколько бы тебе лет не было, Какие именно? Вот эти вот, которые... спортсмен не был, если ты не будешь каждый день ежедневно тренироваться и так далее, у тебя ничего не получится. Особенно в бейсболе. So, baseball, until recently, baseball has been mostly an American sport. До настоящего времени бейсбол был практически как бы чисто американская игра. But in the last 30 or 40 years, they played a lot in Japan. Последние 30-40 лет японцы стали очень популярны в бейсболе, и как масса проходит всяких соревнований, чемпионатов. They also play a lot of baseball in the islands of the Caribbean and Venezuela. В Венесуэле, в Южной Америке и на Карибских островах они тоже играют очень многие бейсбол. So now, sometimes some of our players go to Japan to play. Очень часто их спортсмены, американцы, ездят в Японию и играют, подписывают контракты. If we find really good players in Japan, we bring them here to play. А если они находят японцев классных, то они их выкупают, вербуют и сюда привозят. And if we find them in the Caribbean or Venezuela, we bring them В here to play. Карибах или Венесуэле то же самое, притаскивают сюда. So we try to have the best players in the world. То есть пытается, как бы, чтобы лучшие все игроки все равно формировались в Америке. And a lot of these American boys that you see practicing, И много ребят, которые здесь тренируются, they see what I did, they see what the players do now, and they see how much money they make. они They want to be baseball players too. Они смотрят на Лэри, смотрят, какие деньги зарабатывают сейчас в бейсболе, смотрят на других игроков и тоже хотят быть на верхушке. So the good thing for these boys here is they know they don't have to get to be 6'10" or 7 feet tall. То есть они знают, что им не нужно быть там 2 метра, 2,50, чтобы быть удачным и They don't have to be the strongest, не нужно быть самым сильным в мире. but they have to be the best. They have to Но be они able to catch, должны, вы должны throw, быть hit, самыми run, лучшими. do everything. То есть и кидать, и ловить, и бегать, и так далее. Все это нужно тренироваться ежедневно, чтобы стать лучшим. The other thing about baseball is it's
a game where the pitcher throws and the hitter hits, sometimes he doesn't swing. So there might be 4 or 5 pitches before the hitter hits the ball. Очень часто бывает так, что когда питчер кидает мяч, может пройти 3-4 мяча перед тем, как отбивающий отобьет мяч. Потому что если это неудачный бросок, то, соответственно, не нужно отбивать. Sometimes when the hitters get on the bases, the pitcher tries to throw to the bases to get them out. Когда база, например, полная, и питчер ловит мяч, он пытается бросить на какую-то базу, чтобы выбить там. So, some people now say that this sport is too slow. Сейчас многие люди говорят, что футбол слишком медленный. Because the other sports, like soccer or what you might call football, Да, футбол they're running all the более time. активный. Такой динамичный. Basketball, running all the time. Баскетбол тоже постоянно бегает. The baseball is different. Бейсбол совершенно отличается от этого. Most sports, one team goes to that goal, the other team goes to that goal. В основном все команды, виды спорта, одна команда идет в этот угол и встречается на середине. In baseball, you hit the ball and you go to 4 bases in a circle. То есть по кругу на 4 базы. Then you score. И только потом у тебя гол. So it's totally different from most every other sport. От любого другого вида спорта. And the reason the fans that do love baseball, the reason they like it is it has a lot of strategy. Очень много стратегий, разрабатывают специальные стратегии для бейсбола. Не просто так. Some people have said it's even like a game of chess. Многие люди сравнивают бейсбол с шахматами. So some people think it's slow like chess. Some people think it's interesting and difficult. Кто-то думает, это так же медленно, как играть в шахматы, а кто-то думает, что это так же интересно, занимающе, то есть заставляет вас думать, как шахматы. So that's my impression of what baseball is. And when they see this game tonight, they'll understand more by doing it than they will listening to me. Просто это его взгляд на бейсбол. Соответственно, когда вы играете, вы понимаете намного больше в бейсболе, чем как он что-то говорит. But I'm very proud of these guys coming over here. I know it's Он not очень easy to leave гордится, что home. вы приехали сюда, что сложно бросать дом и так далее, уезжать на 2 недели без родителей. And I hope that the time they spent here will be enjoyable and they'll remember it for the rest of their Я lives. надеюсь, он надеется, что время, которое вы здесь провели, вам понравилось, и вы будете помнить всю свою оставшуюся жизнь. Надеемся. Okay. Я вам Спасибо. Фини. Хоть похлопайте ему, да? Time for us to go play. You got a game? Okay, we got a game. Играть? Да! Да? 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 А? А, это сейчас...